Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас на канале Long Swim. Всем, кто смотрит это видео первый раз, пожалуйста, устраивайтесь поудобнее. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, нажимайте колокольчик, нажимайте кнопку «Поделиться», пересылайте это видео по электронной почте, по социальным мессенджерам. Сегодня вы перешлете это видео. Завтра ваши друзья и знакомые могут вам рассказать, что полезного и интересного было в вашем видео и что вы можете внедрить в вашу счастливую, насыщенную жизнь. Тема сегодняшнего видео «Новое и старое в твоей счастливой жизни». Это видео войдет в плейлист «Февраль» и будет посвящено твоим переменам в жизни. Перемены всегда начинаются в начале первого полугодия. Эти перемены мы сознательно планируем в прошлом году, на следующий год. Следующий год уже закончился. Мы отпраздновали благополучно в январе месяце все наши достижения прошлогодние, и февраль – это месяц, когда мы приступаем к осуществлению своих грандиозных, классных планов, потому что планы, которые мы наметили, всегда имеют для нас ценность. И для тех, кто смотрит это видео первый раз, я немного расскажу по традиции, что такое колесо жизненного баланса Long Swim, чтобы люди немножко в эту ситуацию уже погружались профессионально, основательно, чтобы колесо жизненного баланса стало для вас какой-то переменной точкой в жизни. Поэтому мы рекомендуем пересылать это видео своим друзьям и знакомым, потому что групповой просмотр этого видео дает гораздо больше эффекта, чем просмотр этого видео в одиночку. Итак, колесо жизненного баланса Long Swim представляет собой круг, на котором расположено 8 сфер. Эти сферы все равны между собой. Это, если мы будем смотреть через призму бизнеса, это некоторая система сбалансированных показателей. Чем она хороша? Мы по каждой сфере можем поставить цель, к этой цели стремиться. В колесе жизненного баланса всегда есть саморегулируемый баланс между вашими эмоциями и действиями. Те, кому достаточно лень смотреть предыдущие видео, я сейчас расскажу, какие сферы отвечают за эмоции, а какие сферы отвечают за действия. Итак, у нас сферы друзья и окружение – это эмоции, отношения, семья – это эмоции, яркость жизни – это эмоции, духовный рост и творчество – это эмоции. Это сферы, в которых преобладают эмоции. Мы в отношениях и семье находимся не потому, что нам выгодно, а потому, что мы чувствуем там более комфортную обстановку. Нам вместе гораздо легче, увереннее, чем жить в одиночку. Другие сферы посвящены действиям, в них преобладают действия, и вот эти вот действия ведут к ощутимому результату. Я сейчас перечислю эти сферы, чтобы вам было понятно. Это сферы карьеры и бизнес, деньги, личностный рост, здоровье и спорт. Здоровье и спорт, в сфере здоровья и спорта нужно быть не только теоретиком, хорошо знать про здоровье, какими путями достигается, но и практиковать вот эти теоретические знания на практике. И в жизни очень часто бывает, что люди, которые очень мало знают теории о своем здоровье, о здоровье окружающих, они, как правило, ведут более здоровый образ жизни, потому что они больше его практикуют, больше ищут экспериментальным путем. Люди, которые имеют перекос в сторону теории, считают нужным сохранить свою экспертизу теоретическую и очень мало действий. Но среди тех, кто хорошо знает теорию, очень много наставников, людей, которые мотивируют других людей заниматься своим здоровьем, сферой спорта. Это тоже очень важная миссия. И все в нашей жизни должно стремиться к балансу. Что такое баланс в вашей жизни? Эту тему проще рассказать простыми словами. Если в вашей жизни есть баланс между эмоциями и действием, вы находитесь в более продвинутом состоянии. В колесе жизненного баланса Long Swim мы рассматриваем 3 основных состояния. Для диагностики состояния мы используем цифры от 0 до 10. Начинаем всегда диагностику от состояния 8-10. Находимся ли мы в состоянии 8-10, когда все замечательно, все стабильно, мы можем рассказать о своей истории успеха.
Если мы не можем рассказать о своей истории успеха, она там чем-то печальная, чем-то для нас неудачная, то, скорее всего, мы находимся на предыдущем состоянии 4.8. Мы действуем в направлении цели, мы можем достигать и запланированных целей, примерно 5 целей из 10, это уже состояние 4.8. Если мы понимаем, что по ряду показателей мы не находимся в состоянии 4.8, тогда мы можем подтвердить, что мы находимся в состоянии 0.4. 0.4 – это состояние нестабильное, в нем нет ничего такого страшного, это не окончательный приговор, это просто в вашей жизни существует много эмоций, что тоже как бы прекрасно. Но если доминируют эмоции отрицательные, здесь уже повод задумываться, что нужно что-то делать для того, чтобы в вашей жизни получились положительные эмоции, вы занимались тем любимым делом, которое вам нравится, и всегда из состояния 0.4 можно подняться до состояния 4.8. По практике колеса жизненного баланса, чтобы перейти из состояния 0.4 в состояние 4.8, достаточно времени от 3 до 6 месяцев. Все зависит от того, насколько глубоко вы проработали свои жизненные ценности в сфере духовного роста и творчества. Именно проработка и акцентирование на своих жизненных ценностях ведет к тому, что вы больше находитесь в состоянии 4.8, достигаете своих целей, концентрируйтесь именно на своих целях, и это дает вам уверенность в том, что если вы что-то запланировали, а у каждого есть свои индивидуальные цели в каждой из сфер колеса жизненного баланса, вы все это исполните самостоятельно или с кем-то из единомышленников. В колесе жизненного баланса Long мы рекомендуем свои цели достигать вместе с единомышленниками. Во-первых, это весело, бодро, с энтузиазмом. Мы с чувством юмора можем отнестись к тем ошибкам, которые мы совершаем, потому что друзья-единомышленники к нашим ошибкам всегда относятся снисходительно. От них мы получаем необходимый положительный эмоциональный заряд, можем легче теоретические знания перевести в практический опыт, и все сегодняшнее видео будет посвящено балансу нового и старого в нашей, в твоей, в моей счастливой жизни. Почему я говорю «ваша счастливая жизнь»? Потому что счастье у нас рождается в сфере яркость жизни. Это в целом ваше довольство или недовольство вашей существующей жизнью. Это ваше понимание, как вы распределяете свое время. То есть в сфере яркой жизни вы полностью самостоятельно. Вы сами можете распределить свое время между отдыхом, работой, выделить необходимое время для достижения ваших целей. Обязательно в яркости жизни нужно найти места силы. Многие спрашивают, а что делать, если я не нашел или не нашла свое место силы? Ответ очень простой. Пробуйте себя в состоянии 8-10. Может, ваша миссия стать источником силы для других людей. И иногда так бывает, что вы, не найдя место силы, сами становитесь источником силы для других людей, вы их заряжаете, вы их мотивируете. Вот, и после того, как вы пройдете этот путь наставничества в состоянии 8-10, для вас может быть открытием, что вы уже нашли свое место силы. Просто на тот момент, когда вы искали, было не то стечение обстоятельств. Следующая сфера, в которой мы можем рассмотреть новое и старое, то, что есть в вашей жизни, это духовный рост и творчество. Если мы говорим о балансе, всегда нужно рассмотреть баланс между старым, то, что у вас есть, и новым, то, что вам предоставляется в жизни. Если вы ведете активную, насыщенную жизнь, у вас чаще в вашей жизни будут появляться какие-то новые элементы, и вы будете самостоятельно принимать решения. Это становится вашей новой привычкой, это становится новой частью вашего образа жизни. Все это вы можете оценить в сфере духовного роста и творчества. Почему не в другой сфере? Давайте на этом остановимся поподробнее. Все другие сферы, они очень узко направленные, они не дают нам ответа на вопрос, по каким критериям выстраивать свою
ближайшее и дальнее окружение. То есть сфера друзья окружения, оно выстраивается по духовным ценностям, которые вы считаете вот важные на этот период времени. Как часто нужно менять свои базовые жизненные ценности? В большинстве своих в большинстве случаев, в 30% случаев базовые жизненные ценности, они всегда остаются постоянными на протяжении всей своей жизни. Дальше жизненные ценности трансформируются, адаптируются к текущему состоянию, то есть это ваша адаптация к быстро меняющимся условиям внешней среды. И примерно 30% духовных ценностей – это поиск новых возможностей, ваша готовность жить в ногу с инновациями, с какими-то новыми течениями, все, что новое, перспективное появляется в вашей жизни, вот 30% ваших ценностей могут возникнуть именно по этой причине. Что дают вам ваши жизненные ценности? В предыдущем видео я говорил о переменах. Вы через призму духовных своих ценностей, жизненных ценностей начинаете принимать решения. Нужны вам перемены в вашей жизни? Нужно вам это новое сейчас вводить в вашу жизнь или подождать, сделать небольшой перерыв, перейти к новым изменениям достаточно осмысленно? Все вот здесь вот происходит в сфере духовной роста и творчества. Это значит, что один раз в месяц, лучше всего один раз в 2 недели нужно смотреть, что новое есть в вашей жизни. В колесе жизненного баланса Long Swim мы рассматриваем 2 варианта. Первый вариант – это у нас долгосрочные достижения, долгосрочные цели. Это цели, которые мы будем стремиться через 2-3 года. Путь достижения долгосрочных целей – это примерно 1 год, 2 года, 3 года. Краткосрочные цели – это все, что умещается в период одного календарного года, и рутина – это все, что умещается в рамках одного календарного месяца. Зачем нам нужна такая квалификация целей? Такая квалификация целей, к которой мы стремимся, позволяет нам понимать, если мы внедряем что-то новое, как это отразится на наших поставленных целях. Люди в состоянии 0,4, в состоянии нестабильном, они очень сильно застряют в краткосрочных и в рутинных целях, в рутинной деятельности. Это происходит и из-за того, что нету одной долгосрочной цели, или просто энергетики физической или духовной энергетики, эмоциональной энергетики не хватает для того, чтобы перейти от рутины к достижению своих поставленных целей, потому что рутина, она всегда сильно затягивает. Тем, кто склонны к перфекционизму, перфекционизм в рутине проявляется лучше всего. Именно вот люди в состоянии 0,4 в рутине просто перфекционисты. Если дома уборка, то все зеркально блестит, но как уборка дома связана с построением долгосрочных целей, здесь нужен плавный переход, чтобы был баланс между чистотой дома и достижением своих долгосрочных целей. Если вы заканчиваете школу, вы должны понимать, что выбор будущей профессии будет определять ваш достаток на ближайшие 20-30 лет. Если вы уже закончили вуз, профессионально реализовались, вы должны принять решение, будете вы переходить в другую сферу, будете переезжать в другую страну, будете пробовать возможности своего карьерного роста. Это все взвешивание за и против, это понимание, как вы будете использовать ваш реальный опыт. Это всегда период сомнений, но эти периоды сомнения дают нам новые возможности. Все эти переживания мы переживаем в 2 сферах: духовный рост и творчество и яркость жизни, поэтому будьте к таким переменам достаточно снисходительны. Новое и старое всегда будут находиться в балансе в зависимости от того, как вы решите. Справляетесь с новым в вашей жизни, пожалуйста, пробуйте, пересматривайте свои старые критерии, старые ценности. Понимайте, что перемены в вашей жизни находятся под вашим контролем, и мы плавно переходим к следующей сфере. Называется эта сфера карьера и бизнес.
Здесь баланс между новым и старым всегда состоит в двух вопросах. Или вы попытаетесь открыть себе свой собственный бизнес, который будет существовать параллельно с вашей работой, или вы можете уже сделать выбор между работой по найму и выбором собственного бизнеса. Все это ваше самостоятельное решение. Наша рекомендация пробовать совмещать карьеру и собственный бизнес. Лучше всего, когда у вас есть карьера и два собственных бизнеса. И вот этот такой вот треугольник, два собственных бизнеса и ваша профессиональная карьера дает вам возможность выбора между двумя собственными бизнесами. Один приносит деньги сейчас, в краткосрочной перспективе, другой бизнес условно будет приносить деньги в ближайшем будущем, там, через 2-3 года. У него нет возможности такого быстрого роста. Это дает вам возможность иметь баланс между реализацией своей профессиональной, пониманием того, что в бизнесе не обязательно участвовать в операционном управлении. Это более сложная конструкция, где нужно принимать сложные решения. И вот этот баланс или концепция два собственных бизнеса и работа по найму дает вам возможность неплохо реализовывать те возможности, которые появляются в вашей жизни. Сфера деньги всегда отвечает нам на вопрос привлекать дополнительные инвестиции, каким образом приумножать собственные деньги, и для этого есть старые, новые способы приумножения денег. Я в каждом видео стараюсь в каждой сфере показать, как мы здесь можем реализовывать те или иные тезисы, потому что подписчики нашего канала, они хотят ситуацию разложить до такой степени, чтобы они уже понимали, какой первый шаг им нужно сделать, чтобы новое услышанное видео сразу попытаться претворить в свою жизнь, попробовать, оценить, подходит, не подходит, полезно, не полезно, и через месяц решить, да, вот колесо жизненного баланса LongSwim несет полезную информацию, оно легко трансформируется в существующую жизнь. Второй, самый главный ответ, который ищут наши подписчики и читатели, чего можно достичь. Чего можно достичь в балансе, когда вы балансируете между двумя противоположными тезисами. Здесь в сфере карьеры и бизнеса две противоположности: свой собственный бизнес, и вы где-то работаете сотрудником по найму или просто занимаете какую-то должность. Это всегда баланс, и это две противоположности. В сфере личностного роста вам нужно понимать, что если вы находитесь в более конкурентной среде, потребность в знаниях резко возрастает, а обучаться обязательно нужно. Если ваша среда, в которой вы растете, в которой развиваете свой бизнес, она не конкурентна, то есть изменения происходят очень редко, все тенденции на рынке понятны, тогда ваше обучение, ваш личностный рост направлен на расширение кругозора. Кругозор дает вам возможность органически улучшать качество продукта, качество услуги, качество вашей экспертизы, а переход на наставничество дает возможность оценить, сколько людей нуждается в вашей экспертизе, в ваших знаниях, и в ваших товарах или услугах. Всегда наставничество дает вам возможность по-другому взглянуть на ваш предыдущий опыт, а сквозь призму вашего опыта вы по-другому можете оценить и свою карьеру, и бизнес, и оценить свою яркость жизни. У нас яркость жизни и личностный рост находятся друг к другу по диагонали. Это означает, что они взаимосвязаны, и баланс между работать и отдыхать тесно связан с тем опытом, который вы имеете. Если вы на обучение понимаете, что ничего нового вы узнать не можете, и это происходит на регулярной основе, пожалуйста, переходите к сфере наставничества. Сами становитесь преподавателем. Если вы находитесь в состоянии 8-10, пожалуйста, озвучивайте свои визионерские моменты. Может, вы именно тот человек, который может предвидеть будущее, которое есть в вашей отрасли. Сфера здоровья и спорт, новая и старая в вашей насыщенной, счастливой жизни. Это вопрос времени. Раз в 10 лет мы рекомендуем попробовать новый вид спорта. Если вы уже в новый вид спорта зашли и не новичок, найдите, пожалуйста, тренера с высокой квалификацией, а еще лучше попробуйте поучаствовать в любительских или профессиональных соревнованиях.
Именно участие в соревнованиях дает вам возможность по-другому взглянуть на вашу программу подготовки, по-другому взглянуть на участников в этих соревнованиях. Но в любом случае вы в новых соревнованиях, в которых поучаствуете, надеюсь, вы будете участвовать в них регулярно, найдете новых единомышленников. В любительских видах спорта единомышленники, даже конкуренты, они всегда оказывают вам и профессиональную поддержку, и творческую поддержку. Это такое очень хорошее состояние, место силы, где вы за 2-3 дня можете там кардинально восстановиться, ну, фактически за весь год. Ну, это такой вот инсайт, когда подъем вашей энергетики в спорте дает вам заряд на достаточно продолжительное время. Итак, сфера друзья и окружение. Сколько должно быть в год новых друзей? Давайте считать вместе. У нас в жизни 8 сфер. Одну сферу мы исключаем. Она, надеюсь, у вас будет стабильная на вашу продолжительную жизнь. Остальные 7 сфер позволяют вам искать новых единомышленников. Пускай в каждой сфере у вас будет по 2 единомышленника в год, 2 на 7. Получается 14 человек в год. Ваше обновление сферы, друзья, окружение. На самом деле это очень пессимистические такие расчеты за день. Если вот вы ведете свой личный дневник, планер, вы можете отметить, что коллег, друзей, окружения вам за год получается человек 30 и 50. Если у вас есть желание вместе с друзьями выстраивать совместные планы по досугу, по работе, то количество друзей и знакомых будет расти еще в большей прогрессии. Поэтому и колесо баланса Long Swim, оно интересно тем, что мы, поставив совместные цели с друзьями, можем резко, почти в разы увеличить количество этих людей. Потому что в основе совместного плана всегда лежит какая-то идея, какая-то жизненная ценность, либо желание внести в свою жизнь те перемены, которые будут вас воодушевлять, которые будут давать возможность вам эту жизнь увидеть под другим углом, более ярким, насыщенным, более положительными эмоциями. Давайте сейчас рассмотрим взаимосвязь между старым и новым и состоянием, которое есть в колесе жизненного баланса. И я постараюсь как бы вам объяснить, что когда вы уже видите, теоретически знаете, что между событиями и вашими состояниями есть плавный переход, то есть вы, зная вот эти вот закономерности перехода, можете это использовать в своей жизни, это дает вам возможность, как говорят физики, использовать принцип рычага, то есть прилагать меньше усилия для того, чтобы произвести желаемое полезное действие. Вот так это и назовем принцип рычага. Итак, новое и старое в вашей счастливой жизни рассматриваем по сфере яркость жизни. Если вы ищете места силы и успешно их находите, то есть вы чувствуете, что вот здесь вы заряжаетесь, это может быть камень, дерево, какая-то историческая конструкция, здание, новый город, или вам просто нужны новые впечатления, таких мест силы у вас может быть несколько, может быть даже с десяток. Потом вы, когда их проанализируете, поймете, что вот эти места силы лучше вас перезагружают, а эти места силы дают меньшую энергетику. Это дает вам возможность присмотреться к своим состояниям. В состоянии 0,4 вы очень слабо будете чувствовать места силы, то есть вы понимаете, что что-то в вашей жизни произошло, но идентифицировать вы их не можете. В состоянии 4-8 вы понимаете, вот вы пришли в это место силы с зарядом энергетики своей личной. Это все у каждого индивидуально 30%. Через 2 часа ваша энергетика стала 60%. И вы понимаете, да, рационально сюда пришел, 2 часа побыл, энергетики плюс 20%. Все просто как на заправке. В состоянии 8-10 вы понимаете, что вы, находясь в местах силы, получаете свои инсайты, то есть у вас качественно изменяется уровень энергетики, она не так быстро расходуется, и вы в состоянии 8-10 принимаете осознанное решение становить источником силы для других людей. При этом, когда вы вдохновляете других людей,
расход вашей энергии не происходит, вы, наоборот, наполняетесь энергетикой. То есть вы сделали доброе дело, наполнили других людей какой-то мотивацией, какой-то новой силой, но у вас энергетика не израсходовалась, наоборот, она увеличилась. Рассматриваем следующую сферу: духовный рост и творчество. Состояние 0,4. Вы понимаете, что в вашей жизни есть хобби, но оно вас греет какими-то старыми воспоминаниями. В состоянии 4,8 вы своему хобби уделяете регулярно 3-4 раза в месяц необходимое время, потому что любимое хобби вас заряжает энергетикой. Вот все в колесе жизненного баланса, оно построено на балансе расход энергии, восстановление энергии. Вот сейчас мы говорим о восстановлении энергии. На начальном этапе изучения колеса жизненного баланса вы должны изучать, как энергию восстанавливать, какими способами, какие есть способы и варианты в каждой сфере восстановления энергии. В состоянии 4-8 мы говорим о хобби. Ваше хобби дает вам очень быструю перезагрузку вашего головного мозга. Вы получаете заряд энергетики. После хобби встали и чувствуете, что праздник жизни состоялся. В состоянии 8-10 вы реально понимаете, что вам для того, чтобы зарядиться энергией, нужно обратиться к вашим ценностям, и ваши ценности будут выдавать вам заряд энергии. Потом, когда вы будете озвучивать свои жизненные ценности окружающим, вы заметите, что людям важна именно ваша формулировка ценностей, и в состоянии 8-10 это происходит очень классно, замечательно. Переходим к следующей сфере: карьера и бизнес, старое и новое. В состоянии 0,4 вы работаете, вы получаете чужой опыт, прогоняете опыт через призму своих старых ценностей, чему вас учили, что считается нормой, не нормой, и вы общаетесь с практиками, и у вас здесь баланс возникает между вашей старой теоретической базой и новыми практическими знаниями. Если у вас хороший наставник, вы будете эти знания, навыки буквально на лету схватывать. Если у вас возникает противоречие, вы должны понимать, что теория осталась далеко позади, сейчас наступает реальная работа, и вам нужно просто освоить новый практический навык, стать в нем профессионалом, и уже став профессионалом, можете новый навык видоизменить или построить его на каких-то других принципах, которые вы считаете нужным. Безусловно, он должен вести к какому-то профессиональному результату, вызывать признание у своих коллег по творческому цеху, и таким образом мы переходим к следующему состоянию. Состояние 4-8. 4-8 – это ваше стремление по построению карьеры. У вас есть два варианта: или вы остаетесь экспертом, или вы идете по карьерной лестнице, получаете в свою зону ответственности еще больше таких же соратников, коллег, и ваши практические навыки уже не так сильно востребованы ваши навыки аналитики, умение вести операционный бизнес. У вас открываются новые возможности. Состояние 8-10 вы весь свой существующий опыт, то есть то старое, которое у вас есть, можете трансформировать в новое для вас. Это новый бизнес, взвесив весь доход, который есть у вас от наемной работы или от должности, которая у вас есть, и построение нового бизнеса, вы понимаете, что почему бы и нет, и там хорошо получается, и в новом бизнесе должно хорошо получиться. Мы на этом этапе в состоянии 8-10 всегда рекомендуем посоветоваться с экспертами, чтобы они вам рассказали, чего можно достичь в новом бизнесе. И эти эксперты, если станут вашими единомышленниками, это еще один дополнительный шанс сделать ваш бизнес успешным на самом старте. В сфере деньги новые и старые в вашей счастливой жизни. В состоянии 0,4 вы ищете второй, третий, четвертый, пятый источник вашего постоянного дохода. Как правило, на источник постоянного дохода влиять не получается. Переходим дальше к состоянию 4-8, вашему внутреннему состоянию, что вы уже готовы стать публичным человеком, рекламировать свою экспертизу, товары, знания, услуги, или вы просто используете прямую рекламу, и таким образом прямая реклама приносит вам сразу возврат вложенных денег. Состояние 4-8 в сфере денег, оно всегда беспроигрышное, или вы получаете хороший опыт, как делать нельзя, как нельзя делать рекламу, как нельзя инвестировать в рекламу деньги, не чувствуя рынок.
И состояние 8-10 вы являетесь в своем городе, в своем населенном пункте, в своем отрасли тем экспертом, которому реально можно доверить проект со многими неизвестными. Наша рекомендация: не отказывайтесь от этого опыта. Такие шансы бывают не так часто в жизни, но они дают большую прорывную возможность сделать вашу жизнь кардинально лучше. Новое и старое в сфере личностного роста. Здесь нужно понять состояние 0,4. Или вы в старой классической информации, которую вы получаете в профессиональном развитии, в личном развитии, ищете новые инсайты, либо вы разрабатываете свою новую методику и в состоянии 0,4 представляете ваши теоретические наработки на рассуждение, на обсуждение вашим коллегам. Это дает два варианта развития событий. Или вы дорабатываете свою теорию, и она становится уже более практической, или вы понимаете, что вы настолько визионер, что предложили что-то новое, кардинальное, что будет как бы перспективно и обыденным делом через несколько лет. В состоянии 4-8 вы из любой информации извлекаете пользу, потому что польза от информации зависит от того, используете ли вы эту информацию в повседневном действии или не используете. Если вы это и используете, вы получаете маленькую пользу, большую пользу, или можете оценить эту пользу как неощутимую, то есть вы не заметили эту пользу. Но если эти изменения инициированы вами, вы получаете опыт, то есть монетизируете эти знания, окупаете эти знания, то есть окупаете свое время, которое вы потратили на обучение. Это самый главный приоритет. В колесе жизненного баланса приоритет всегда на время. Второй приоритет – это усилия. Ну и третий вариант – это измеримые, это деньги. То есть были эти деньги потрачены зря или не зря. В состоянии 8-10 всегда идет два момента. Вы от наставничества получаете сначала эмоциональные дивиденды, то есть структурируете свои знания, находите те пробелы в знаниях, которые нужно срочно, так сказать, залатать, убрать вот этот вот вакуум в знаниях, структурированных именно. Или вы получаете в наставничестве уже хорошую монетизацию. То есть люди уже оценивают ваши знания каким-то денежным эквивалентом и считают, что лучше побыть с вами в связке вы наставник, он ученик, и вот эта связка в течение года дает человеку выигрыш его времени, когда он концентрируется больше на своих целях, а вы для него источник теоретических знаний. Плавно переходим к сфере здоровья и спорта, баланс между новое и старое. Я вас плавно подвожу к мысли, к тому, что сначала вы потребляете новые знания, новые навыки, новые умения, а потом вы эти для вас старые, а для других людей новые навыки и умения передаете. То есть это баланс между вкладываться условно в отношения или брать из этих отношений. В здоровье то же самое. Если вы вкладываете в свое здоровье, здоровье вам дает возможность реализовывать ваши долгосрочные планы. И вот в сфере здоровья не получается без баланса. То есть сначала вы в свое здоровье вкладываете, потом на протяжении длительного периода ваше здоровье вам дает возможность реализовывать свои многочисленные планы вашей счастливой жизни. В состоянии 0,4 мы стараемся уже взаимодействовать с медициной на уровне того, что медицина помогает раскрыть ваши возможности. Вот именно это жизненная ценность. Второй момент. В состоянии 4-8 вы уже спорт рассматриваете как раскрытие ваших физических возможностей. Именно физические возможности дают вам новые инсайты. И есть баланс между физическим здоровьем и духовным здоровьем. Вот всегда начинаем мы с духовных ценностей, с душевного здоровья, и уже здесь в здоровом теле здоровый дух дает вам именно возврат потраченного времени, то есть вы получаете более стойкие жизненные навыки, которые позволяют вам уже на свое долголетие смотреть не сквозь призму, вот сколько еще жить осталось этой скучной жизнью, а просто реализовывать свои жизненные планы, вот, что вы хотели в этой жизни попробовать, достичь, попробовать ощутить или попробовать сделать. В состоянии 8-10 вы уже обладаете хорошим здоровьем и являетесь мотивирующим источником силы своего здоровья. Есть факты во фридайвинге, когда люди в возрасте
60 лет спокойно делают норматив мастера спорта, при этом профессиональные спортсмены не могут повторить этот результат, потому что у человека осознанное отношение к своему здоровью и вот хороший набор жизненных ценностей. Возвращаемся к сфере друзья и здоровья. Здесь в состоянии 0,4 друзья и окружение с нами взаимодействуют, потому что это выгодно. Вы где-то вот на 2-3 шага впереди их в профессиональной деятельности, в сфере достатка, каких-то других жизненных ситуаций. В состоянии 4-8 вы уже общаетесь с ними совместно на равных, это более выгодная позиция, потому что состояние 0,4 вас используют, в хорошем смысле пользуются вашей помощью, и здесь нужно соблюдать баланс между своими целями и помощью другим людям. В состоянии 4-8 вы выстраиваете совместные планы и понимаете, что всегда лучше делать какие-то совместные планы, потому что эти планы вы выбрали сами. В состоянии 0,4 у вас есть выбор: или помогать людям, своим друзьям, знакомым, или не помогать. Здесь самое такое вот гармоничное решение — вырасти до состояния 4-8, чтобы своим друзьям и знакомым предлагать более концептуальное решение выхода из этой ситуации, потому что выход из этой ситуации ваши друзья и знакомые могут найти уже самостоятельно, не прибегая к помощи к вам. То есть вы не делаете за них вот эту вот работу, связанную с достижением их целей. Состояние 8-10 друзья с вами находятся в любых жизненных ситуациях, то есть вы для них большая ценность, и состояние 8-10, когда друзья признают, что вот без вас их жизнь и ваша жизнь, она становится скучной, неинтересной. Вот здесь вот новое и старое тесно переплетаются. Есть старая модель поведения. Вас просят помочь, вы работаете спасателем. Состояние 8-10, вы осознаете ценность друг друга в вашей жизни, и, исходя из этой ценности, строите отношения со своими родителями с благодарностью, с друзьями и окружением, с пониманием того, что вы можете сделать что-то совместное, полезное, и в том числе и отдых. В сфере отношения и семья, когда вы приняли уже осознанное решение, что быть вместе — это для вас лучше, чем быть одной или одному, наше пожелание всегда пробовать договориться о совместных долгосрочных планах, желательно не на 1 год, а на 2-3 года вперед, не зависеть от внешних обстоятельств и стремиться в сфере семьи и отношений находиться в состоянии 4-8, то есть больше действовать совместно, чем больше совместных. То есть у вас должно быть больше совместных действий, и меньше совместных переживаний, потому что совместные переживания означают то, что вы переживаете всего лишь одну и ту же эмоцию, совместные действия означают то, что вы сами становитесь источником вот этих вот эмоций, в том числе и совместных, и вы понимаете, что планы строить можно на долгосрочную перспективу, потому что вы их видите пути их реализации совместно, и эти цели являются очень нужными в вашей жизни. В состоянии 8-10 обязательно рассказывайте свою историю успеха или будьте готовы поделиться историей успеха сначала для ближнего окружения, потом для всех окружающих. Если вы счастливы в отношениях, пожалуйста, расскажите, что вы счастливы. Если вы не можете рассказать о своих счастливых отношениях, вы, наверное, находитесь в состоянии 4-8. Вот такой главный критерий. Итак, подводим итоги. Тема сегодняшнего видео — новое и старое в твоей счастливой жизни. В течение более 30 минут я вам рассказал о всех нюансах нового и старого в вашей жизни. Новое дает вам возможность получить новую энергетику, новые счастливые эмоциональные ощущения. Тем, кто готов новое потихонечку впускать в эту жизнь, пускай ваши эти изменения не будут не такими частыми, пускай 1 раз в год, 1 раз в полгода. Есть люди, которые к новому относятся как к свежему глотку воздуха. Пожалуйста, тогда делайте свои изменения более частыми. Обязательно о своей истории успеха пишите на своих социальных страничках, присылайте свои истории успеха нам в комментариях. Нам очень интересно, и мы очень нуждаемся в этой интерактивной обратной связи. Всем, кто смотрел это видео, всем желаю хорошего дня, прекрасного настроения. У вас все получится. Я в вас верю.